Приветствую вас, друзья! Этот переход в Милан изрядно попил крови всем любителям красно-черной команды. Мало того, что в клубе наблюдается трансферная засуха, так еще единственный, более-менее конкретный вариант норовил вот-вот сорваться с крючка. Изнурительные торги держали в напряжении нас более месяца и рождали кучу мемов в интернете по этому поводу. 60 рублей! Не корости ради! 70! 75! 80! Черт с вами! 200 рублей, только отвяжитесь! Но все же стороны достигли паритета в сделке, и все закончилось хэппи-эндом. Итак, Шарль де Кетеларе, юный игрок бельгийского Брюгге, молодой талант и надежда Бельгии, подписал контракт с Миланом сроком на 5 лет с зарплатой 2 миллиона 200 тысяч евро за сезон. Сделка обошлась клубу в 32 миллиона евро, не считая бонусов. В гонке за молодым вундеркиндом Россонери обошли Лидс Юнайтед, предлагавший за игрока на 3 миллиона больше. Но ключевую роль сыграли личный интерес бельгийца и настойчивость руководства Милана в своих намерениях. Надо заметить, что этот трансфер оказался самым крупным с начала эпохи Эллиот в Милане. До этого максимум давали 29 миллионов евро за переход Лиао из французского Лиля. Давайте же знакомиться с виновником всей этой истории и рискнем предположить степень значимости такого трансфера для Милана. По традиции начнем с самого детства. Всех, кто ждет душещипательный рассказ про голодного подростка, пинавшего тряпичный мяч босыми ногами, или юного хулигана, ворующего велосипеды, ставшими потом великими футболистами, вынужден сразу разочаровать. Бельгиец рос в комфортных условиях в городе Брюгге, недалеко от стадиона основной команды. Его отец, Фрэнсис де Кетеларе, известный хирург-стоматолог, а мать Изабель – частная медсестра. Хоть они и в разводе, но постарались окружить сына вниманием и серьезно вложились в его развитие, сделав акцент на особый спортивный уклон. Шарль всегда находился под плотной опекой матери, но отец не забывал активно участвовать в его делах. В раннем возрасте наш герой занимался несколькими видами спорта одновременно и практически в каждом имел успех. Но поначалу, как ни странно, лучше всего получалось в теннисе. В 10 лет он стал чемпионом в серьезном региональном турнире среди подростков и рассматривался как основная надежда Бельгии в этом виде спорта. Но душа не лежала к игре на корте. Как признавался сам бельгиец, противоборство без команды, лицом к лицу с соперником, вызывало ужас в подростковом возрасте. Ему комфортнее было участвовать в командных соревнованиях, где можно всегда опереться на плечо партнеров и не краснеть одному в случае неудачи. Все привело к тому, что в 11 лет он окончательно переключился на футбол, где была родная стихия, позволяющая реализовать его талант. Благо, что с 7 лет он параллельно находился в структуре футбольного клуба Брюгге. Отличные результаты позволяли ему играть на лидирующих позициях академии, а также в составе молодежных сборных Бельгии. Летом 2019 года на предсезонных сборах де Кетеларе оказался один из 7 счастливчиков, кого взяли на просмотр в основную команду из молодежки, а по итогу сборов выбрали только 2, и Шарль оказался один из них. С этого момента карьера, подобно ракете, устремилась вверх. Де Кетеларе недолго пылился на лавке запасных после попадания в основную команду. Буквально спустя пару месяцев, а именно в сентябре 2019 года, состоялся дебют в Кубке страны, после которого он закрепил за собой место в основе, а уже в октябре он играл против ПСЖ в Лиге чемпионов. Для большей остроты восприятия нашей истории добавим несколько деталей. В дебютном для него сезоне команда Брюгге завоевала чемпионство, а сам бельгиец получил ежегодную награду «Многообещающий талант», обладателями которой в свое время были Ромелу Лукаку и Дивак Ориги. Кстати, по поводу Ориги, получается, в Милане это уже второй такой талант, ну а Лукаку надо подумать о такой тенденции и пересмотреть вариант с Интером. Сезон 2021 оказался для Шарля более чем продуктивным. Он провел 46 матчей за Брюгге, и это в 19 лет. Забил 6 голов и сделал аж 8 ассистов. Особенно показательными были 2 матча группового этапа Лиги чемпионов против питерского «Зенита», где он стал ключевым игроком противостояния. В первой встрече на последней минуте он вырвал победу, замкнув передачу Рица, а уже дома во втором матче положил начало разгрома, отлично разобравшись в ситуации после ошибки питерской обороны. Кстати, это были пока 2 единственных гола, которые он забил в Лиге чемпионов, и оба ворота «Зенита».
Де Кетеларе, разумеется, не остался без внимания главного тренера сборной Роберто Мартинеса, и осенью 2020 года он принял участие в товарищеской встрече против Швейцарии, а позже Шарль начал регулярно выходить на замены, усиливая правый фланг в нападении. Конечно, он пока не ключевой игрок сборной, но тем не менее уже смог отличиться голом в ворота Италии. Символично, не правда ли? Чем же Де Кетеларе так впечатлил футбольное сообщество, выступая всего 3 года на серьезном уровне? В чем причина такого ажиотажа на трансферном рынке этим летом? Пришла пора узнать, за что фанаты Брюгге называют его принцем Чарльзом и считают одним из лучших в истории клуба. Основное преимущество бельгийца – это его универсальность в атакующих действиях. Он одинаково хорошо играет на всех атакующих позициях. Такая особенность сделала его наиболее привлекательным для многих клубов, которые ищут игроков для усиления линии нападения. Это ярко выраженный левоногий игрок, наиболее подходящий для атакующих действий на левом фланге. Но если обратиться к тепловой карте его перемещений в чемпионате Бельгии, то мы увидим, что он одинаково отрабатывает на всей половине поля соперника. В Брюгге Де Кетеларе номинально ставили на позиции оттянутого нападающего, но он часто отходит в глубину поля или смещается на фланге. А вот в сборной Роберто Мартинес чаще его использует на позиции правого атакующего полузащитника, и Шарль отрабатывает только в этой зоне. Вообще, такое разнообразие в амплуа говорит о невероятной работоспособности игрока и нацеленности на результат команды. Де Кетеларе по своей игровой манере чем-то напоминает Роберто Фермино. Он так же, как и нападающий Ливерпуля, обладает колоссальной самоотдачей и умением создавать моменты для своих партнеров. Кроме того, есть схожесть в характере. Он не тянет одеяло на себя на футбольном поле и такой же скромный в обычной жизни. Если понаблюдать за действиями бельгийца, то можно увидеть добротную технику и способность удерживать мяч, используя габариты во время движения. Вообще не часто встретишь высокорослых атакующих полузащитников с хорошим дриблингом. Шарль уникален в этом компоненте. При росте 192 см он легко обходит на скорости своих оппонентов. Еще одна из положительных сторон игрока – это точность дальних передач в штрафную. В чемпионате Бельгии у него был один из лучших показателей. Ну а для того, чтобы окончательно убедить вас, что Милан приобрел качественного игрока, добавим отличную работу в прессингующих действиях. Шарль часто идет в отбор, смещаясь в глубину поля, и делает это продуктивно. Учитывая, что Милан практикует высокий прессинг, эта особенность будет как раз кстати. Конечно, как любой молодой спортсмен, он имеет ряд недостатков. Их немного, но сказать об этом нужно. Бельгиец не слишком часто наносит удары по воротам. По статистике всего 2 удара за игру. Он старается больше работать на партнеров. Иногда это бывает лишним в выгодной позиции. Еще одна слабая сторона, как ни странно, это борьба на втором этаже. Коэффициент выигранных единоборств в воздухе удручает. В этом компоненте он добивается успеха реже, чем соперник. Такой результат вызван, скорее всего, малым опытом в подобном противостоянии, где нужно иметь напор и спортивную наглость. Уверен, со временем он улучшит этот показатель. В какой-то степени к недостаткам можно отнести акцентированную игру левой ногой, особенно при нанесении ударов. Посмотрите, как бельгиец распоряжается моментом в голевой ситуации. Ему удобнее переложить мяч на рабочую левую ногу для нанесения удара, чем забить сразу в одно касание, подставив правую. Сделаем скидку на малый опыт и юный возраст бельгийца, и думаю, со временем он сможет убрать все эти недостатки и стать поистине идеальным игроком нападения. Милану Де Кетеларе придется ко двору. Пиоли сможет использовать его как минимум на 2 позициях. Наиболее актуальными сейчас является усиление правого фланга атаки. В прошлом сезоне в роли правых полузащитников выступали Мессиас и Селемакерс. Конечно, они как-то справлялись с этими задачами, но хочется видеть на этой позиции таких же продуктивных игроков, как и на левом фланге. Я сейчас имею в виду Лиао и Ребича. Также есть высокая вероятность использования его в качестве плеймейкера на позиции десятки. Там как раз нужна конкуренция Брайаму Диасу, который был крайне нестабильным в прошедшем сезоне. Милан – это первый клуб за пределами привычной и комфортной среды обитания для бельгийца. Первый опыт самостоятельной жизни вне родительской опеки. Сможет ли этот, безусловно, талантливый парень реализовать потенциал в непривычных для себя условиях? Справится ли он с давлением новой обстановки? Получится ли ему стать тем самым принцем Чарльзом, только уже для фанатов Милана? Ждать осталось совсем недолго. Ну а мы обязательно расскажем вам об этом в следующих выпусках. Скоро увидимся!